До хрена обучалка. Не снимай, не выкладывай. Всем привет! Мой подписчик Игорек Любимов попросил меня объяснить, как читать ноты. Вообще, что такое ноты. Так как у меня нет образования, ноты я учил сам, я могу читать самые элементарные ноты. Но если взять ноты посложнее, я думаю, в них тоже я смогу разобраться. В общем, что такое ноты? Это некоторые обозначения, с помощью которых мы можем записывать наши ритмы, брейки, длительности. Как у нас измеряется темп, скорость, что это такое? Темп у нас измеряется в ударах в минуту, BPM. Возьмем какой-нибудь сферический темп в вакууме. Например, у нас будет 90 ударов в минуту. Ну, примерно. Каждый удар это четверть. Четверть. То есть раз, два, три, 4. Четверти у нас записываются так. Ну, добавим счет. 2, 3, 4. Вот у нас есть один такт в размере 4 четверти. Первая четверть, вторая, третья и четвертая. Сколько длится четверть? Мне всегда задают этот вопрос, и меня этот вопрос немножко ставит в тупик. Сколько длится? Смотря какой темп. То есть раз, два. От раз до два длится четверть. Чтобы нам этот объем, вот этот размер четверти не казался пропастью, мы сюда добавляем счет и. И теперь мы считаем так. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и так далее. Этот объем мы можем заполнять более мелкими длительностями, например, 8 нотами. 8 ноты у нас рисуются так. Теперь мы будем играть, то есть стучать, еще и в счет и. Раз, и два, и три, и четыре, и. Допустим, у нас есть обозначение инструментов. Когда мы открываем любые ноты, мы видим 5 полосок. Каждый барабан располагается на своей полоске. Например, хэт может располагаться как вот здесь, так и здесь. Дело в том, что нет единого стандарта, поэтому мы можем увидеть хэт и здесь, и здесь. Я так думаю, но я открывал те или иные ноты, и иногда хэт был здесь, например, четвертная нота, а иногда здесь. Ну, давай распишем остальные барабаны. Если у нас одна бочка, то она располагается у нас вот здесь. Если у нас есть малый барабан, он располагается здесь. И так далее. Первый том, второй, третий. Если у нас 3 тома. Ну и железо уже у нас располагается, в зависимости от того, где располагается хэт, на дополнительной полоске. Да, мы рисуем дополнительную линию и на ней располагаем наш крэш. Открытый хэт у нас изображается вот таким образом. Как изображаются госноты. Если это малый барабан, и нам надо знать, допустим, увидеть, что это госнота, то она берется в скобки. Что у нас может быть дальше? Мы можем нашу четверть поделить на 2, то есть играть 2 удара в четверть. Можем поделить на 3, это будет уже триоль. Обозначаем, что это триоль. Дальше можем поделить эту четверть на 4 длительности, 4 отрезка. Соответственно, расстояние между ударами сокращается. Вот наша четверть. Раз, и, два, и. И мы здесь имеем уже 4 ноты. 16-е ноты обозначаются вот так. Мы имеем уже 2 ребрышка. Теперь мы играем в четверти не 1 удар, не 2, не 3, а 4. И известный мне счет, мне в комментариях предлагали, как только не считать эти 16-е. Я не понимаю, зачем вы мне это пишете, чтобы, наверное, я взял, полжизни считал так, а начал после вашего комментария считать по-другому. Так не бывает. Считаю я это так. Вот эти 2 нотки, располагающиеся между раз и, я считаю счетом та. То есть раз, та и та. Дальше у нас пойдет 16-я триоль, 32-е ноты и так далее. 32-я триоль и так далее. Дальше больше. Это будет такой очень короткий урок. Даже уроком его назвать нельзя. Назовем это так. Как я вообще распознаю и вижу ноты и, соответственно, играю по ним. Например, у нас имеется бит некоторый. У нас есть 5 линеек. 4,
5. Это у нас размер 4 четверти. И у нас есть такой бит. Как мы понимаем, это восьмые ноты. Как я сказал раньше, восьмые ноты делят четверть на две части. Еще мы играем в счет И. То есть раз, И, два, И, три, И, 4, И. Всего 8 нот. Поэтому они и называются восьмые. Счет не пишу, и так понятно, да? Раз, И, два, И, три, И, 4, И. И мы видим пульсацию восьмыми нотами. То есть мы играем в хэт восьмые ноты. Раз, И, два, И, три, И, 4, И. На раз имеем бочку на 3 И, то есть на слабую долю в третьей четверти. Сильная доля, слабая доля, сильная доля, слабая. Как мы сыграем этот бит? Мы играем нашу пульсацию, добавляя к ней ноты на малом барабане и на бочке. То есть раз, И, два, И, три, И, 4, И. Допустим, нам надо добавить сюда 16-ю ноту на бочке. Как мы ее нарисуем? Мы имеем здесь между бочку. Рисуем ее как 16-ю ноту и считаем как раз, И, два, И, три, И, 4, И. Где бы ни была наша 16-я нота, мы ее всегда сможем посчитать. Например, посчитаем раз, И, два, И, три, И, 4, И. Также в пульсации у нас бывают акценты. Допустим, мы играем up-down. Раз, И, два, И, три, И, 4, И. То есть мы имеем сильный удар, слабый, громкий, тихий. И нам нужно громкий удар обозначить. Обозначаем его вот такой галочкой. Теперь мы понимаем, что это сильный удар, это слабый. Лайк, подпишись, Громкий, друг, благодарочка, колокольчик. И мы вплетаем это в наш бит, вот эту пульсацию. Вот, собственно, и все, что я могу по этому поводу сказать. Уроков по нотам можно найти огромное количество. Я не думаю, что мой урок среди них окажется каким-то наиболее важным. Не могу представить себе, почему вам было важно именно от меня получить этот урок, поскольку все мои подписчики знают, что нотами я овладел буквально 2,5-3 года назад. Поэтому что-то серьезно утверждать по этому поводу не могу, поскольку знаю об этом весьма поверхностно. Всем спасибо. До свидания. Не снимай, не выкладывай.